Всем привет! Хочу поделиться, как мы побывали на выставке М1 в городе Нимбург в Чехии. Вот мы зашли на выставку. Это организационный комитет, организатора вот в черной футболке, это Владимир. Спасибо большое Владимиру. Он мне написал, как добраться в Нимбург, когда лучше, в какое время приехать. Тут награды лежат, ждут своих героев. Это небольшая выставка среди заводчиков, так сказать. Всего представлено порядка 200 птиц. Среди птиц, в общем, порядка 100 М1 Гульда. Вот с этой стороны они, с одной стороны собраны. Остальные по несколько птиц, зебровые, рисовые, японские М1. И буквально одна-две птички других видов. Ну, честно сказать, я первый раз побывала на подобном мероприятии. В принципе, вот на выставке птиц первый раз. Мне все было очень интересно. Птички, конечно, на выставке ведут себя по-разному. Бедные, для них это очень большой стресс. Очень многие нервничают, в маленьких клеточках запрокидывают голову. Можно представить, да, что для них это вот. И везли их, и близко к клеткам ходим, фотографируем, пальцами тычут, туда смотрим. Надеюсь, они придут в себя, благополучно все для них закончится, они вернутся домой и оклемаются. Интересно, что клеточки картонные вот для выставки. Да, да, картонные, но я думала, что они пластиковые будут. Такую везти можно или нет? Нет, перевозить нельзя. Ох ты, Господи, совсем испугался. Как я уже говорила, эта выставка организована чешским клубом именно любителей М1 Гульда. Вот она проходит у них уже не первый год, и всегда в начале июня в Нимбурге. И следующая выставка этого клуба также будет в Нимбурге в начале сентября, но обычно вторая неделя сентября. Вот сентябрьская выставка будет посвящена только М1 Гульда, их будет тут порядка 200 птиц, только они. Организаторы сказали мне, что лучше, конечно, приезжать на выставку в сентябре, так как полиняют все птенцы вот этого года, зимние, весенние. Так что будет, конечно, более интересно с гульдовой точки зрения. Ну вот, смотрим. Значит, это у нас с той стороны гульды, а с этой стороны все остальные. Ну вот кто все остальные? Это те, кто в выставке участвует, тоже остальные, не на продажу. Ну вот рисовки. Вот очень понравились моему мужу. Потому что он сказал, что похож на попугая, потому что крупный. Крупненький такой, да. Я смотрел, вот он по повадкам такой, как попугай. Да нет, ну не как попугай по повадкам, ты что? Так. Вот такие вот товарищи. Вот. Ну, красиво. А вот так. Вот это очень классный. Какой? А вот эти вот. Они так ведут себя классно. Так. И, по-моему, все остальное практически зебрики вот до конца. Вот там до конца вот зебрики пошли. Вместо того, чтобы ехать на завод Шкода, мы смотрим птичек. Меня заставили.
Смотри, какие переносы. Таким на отдельном столике то, что продается. Вот они с ценами. Можно посмотреть. Давайте посмотрим, что тут продается и почем. Ну вот у нас это по 250 крон. Вот они какие. Так, гульды посмотрим. Гульды. Ну вот здесь написано 600. 600 крон. Гульдики у нас. Так. Так, вот еще японские по 250. Так, эти гульдики по 600, нет, по 500. Каждые 500 крон. А, это стоимость, да, как раз? Да, это стоимость, да, это те, кто продаются. А я давай сфотографирую. Вот, да, интересно, видишь? Ну, как хорошие какие спицы. Ну, вот они меньше, чем выставленные. Это зебрики. Такие хорошенькие. Да, это зебрики, но вот сколько они стоят, что-то непонятно. А вон. Вот голубой сейчас 59. Не, там непонятно. Так, вот эти вот самые дорогие у нас по 1400. Попугайные. А, нет, это, я думаю, за пару. Потому что вот по 700 крон. Это по 700 крон. Действительно, наверное, за пару, я не знаю. Вот, потому что вот эти вот по 700. Так, вот зебрики. Зебрики почем? Цена 250 крон. Эти тоже по 250 крон. Ну, для простоты, чтобы в наши рубли перевести, значит, нужно умножить на 3. Грубо так. Приемлемо, нормально? Грубо на 3. Ну, вот смотри. Вообще, вот смотри, вот этот синенький 1000 крон, да, на 3, умножаем на 3. Даже там чуть меньше курс. Ну, вот получится 3000. Вот он, правда, там спрятался. Не видно. Вот. Ну, а если эти по 600, вот тут голубой у нас. В смысле, смотри, синий и зеленый, видишь? Красивые самцы, вот два самца. По 600 крон. 600 крон это на наши меньше 2000. 1800, скажем так. Да, на 3 умножаем. Это вообще просто даром, скажем, да. Даром. Да, эти вот зелененькие, да, у нас получается на наши рубли 1500 за штучку. Ну, вот они вот эти непонятно почем, тут почему-то не висит цена. Ну вот так вот. Вот мы тут немножко решили помучить председателя клуба. Было интересно, какая графа оценок для каждой птицы. Но максимальное количество баллов – это 100 баллов. Никакая птица, понятно, что 100 баллов не наберешь. Ничего? Нет? Можно? Нет. Ага. Первый критерий большой. Ага. Размер, да? Размер. Ага. Так. Второй тип. Тип – это что значит? То есть природный или мутация? Нет? Тип. Птицам надо Форма? Форма тела, да? Тип тела. Так, так. Третий барва. Колор. Что? Цвет. А, цвет. Оперение. Čtvrtým typem je kondice. Znamená, jestli ten ptáček živý, skáče, nebo jestli tam jenom... А, поведение, да? Поведение, так. Вот графа оценок их. Я взяла этот листик и написала перевод, за что, за какие параметры им начисляются баллы. Ну вот тут, видите, на листочке телосложение и размер до 40 баллов, окрас и рисунок 35 баллов максимум, это максимальное количество баллов, крылья и хвост до 10 баллов, клюв и лапы до 15 баллов, ну итого вместе 100 баллов
Победитель обычно набирает порядка 90, ну, может быть, с маленьким хвостиком баллов. Победитель на международной выставке птиц в Италии, по-моему, набрал 94 балла, ну, если я не ошибаюсь. Ну, конечно, птиц так сложно сравнивать из разных выставок. Ну, здесь победитель тоже набрал чуть больше 90 баллов. Это птички получили свои оценки. Вот можно посмотреть на тех птицах, которые висят награды. Ну, мы посмотрели, конечно. Вот, многие нам очень-очень понравились. Понятно. Кстати, вот на сайте чешского клуба любителей М1 Гульды я прочитала, что клуб выработал даже свой собственный стандарт М1 Гульда, который был принят чешскими и словацкими ассоциациями селекционеров. Вот так вот. Кстати, членом клуба этого чешского может стать любой заводчик или поклонник М1 Гульда, который согласен с его уставом, с уставом этого клуба. Годовой членский взнос составляет 500 крон. Ну, в русском эквиваленте, грубо умножаем на 3, получится порядка 1500 рублей. Вот такое замечательное мероприятие удалось посетить во время турпоездки в Чехии. В общем-то, я очень рада. Ну, для меня интересно было посмотреть, вот, посмотреть на заводчиков Чехии. И, в общем-то, конечно, они молодцы. Спасибо им большое. Но в Чехии много чего можно посмотреть. Вот. Ну, для меня вот это было интересно. Хотя мы и достопримечательности, конечно, разные смотрели в этой поездке. Вот. Ну, спасибо всем за просмотр этого видео. Желаю всем удачи, успехов. Всем пока.